Марк Цукерберг – известный программист из США, бизнесмен, имеющий миллиардное состояние в американской валюте. Основной разработчик социальной сети Facebook. Марк известен как соучредитель компании Meta и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером. Он также является соучредителем проекта по разработке космического корабля на солнечных парусах Breakthrough Starshot и одним из членов его совета директоров. История Марка Цукерберга начинается в уютном городке White Plains. Будущий миллиардер родился в провинции штата Нью-Йорк в 1984 году. Программирование в жизни Марка Цукерберга впервые появилось в 1994 году, когда отец подарил своему 10-летнему сыну его первый компьютер. Отец сразу дал понять, что это не игрушка или источник развлечений. Он прививал ребенку элементарные азы языка программирования Basic. Мальчика очень сильно впечатлило программирование. Уже в старших классах Марк создавал примитивные игры для компьютера. Для получения новых знаний он начал учебу в престижной академии Phillips Exeter. Подросток смог в полной мере проявить свой талант в ходе защиты дипломной работы. Он создал программное обеспечение для распознавания музыкальных предпочтений интернет-пользователей. Софт назывался SEPS. В дальнейшем эту программу попыталась выкупить корпорация Microsoft за $2 миллиона. История Facebook начинается в начале нулевых, когда юноша поступает в Гарвард. Он сумел всех удивить выбором специализации. Казалось, его судьба предрешена, но талантливый парень решил отказаться от ИТ в пользу психологии. Но программирование никуда не исчезло из жизни Марка. В свободное от учебы время он продолжал оттачивать свои навыки. Студент-первокурсник вовсю создавал новые программы. Уже на втором году обучения он представил уникальный Soft Course Match, предназначенный для обмена опытом между всеми студентами Гарварда. Именно этот портал в дальнейшем перерос в самую масштабную социальную сеть в истории человечества, которую сегодня мы знаем как Facebook. Сейчас детище Цукерберга – один из 5 самых посещаемых и популярных сайтов, а Марк прославился как самый молодой миллиардер на планете. Уникальность истории успеха основателя Facebook заключается в том, что в 2020-м Марк Цукерберг остается компьютерным гиком из Силиконовой долины, а не миллиардером в традиционной интерпретации этого статуса. Он не просто создал популярную социальную сеть, а полностью видоизменил экосистему. Миром уже не управляют богатые дяди. Бразды постепенно переходят в руки мечтателям и энтузиастам с нешаблонным мышлением. Вне всяких сомнений это впечатляет. Нашему обществу нужно больше героев, ученых, исследователей и инженеров. Мы должны отмечать и вознаграждать людей, которые лечат болезни, расширять наше понимание человечества и работать над улучшением жизни людей. С вами канал Мудрость слов. Приятного просмотра. Я думаю, простое правило бизнеса гласит: если вы сначала сделаете то, что проще, тогда вы действительно сможете добиться значительного прогресса. Реальная история, я думаю, на самом деле довольно скучна, не так ли? Я думаю, мы просто 6 лет сидели за своими компьютерами и программировали. Людей не волнует, что вы говорите, им важно, что вы создаете. Самый большой риск – это не рисковать. В мире, который очень быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит неудачу, это не рисковать. Если вы просто работаете над тем, что вам нравится и чем вы увлечены, вам не нужен общий план того, как все будет развиваться. Не позволяйте никому говорить вам, что нужно изменить то, кто вы есть. Я здесь, чтобы построить что-то на долгие времена. Все остальное отвлекает. В
Вместо того, чтобы строить стены, мы можем помогать строить мосты. Я думаю, что в целом интернет действительно хорош, потому что он помогает людям получить доступ к большему количеству информации. Что бы вы ни строили, делайте это осторожно. Каждый, кто построил что-то большое, делал это с осторожностью. Через 15 лет мы будем обучать программированию так же, как чтению и письму, и удивляться, почему мы не сделали это раньше. Моей целью никогда не было просто создать компанию. Я должен был создать что-то, что действительно сильно изменит мир. Книги позволяют изучить тему полностью и погрузиться глубже, чем большинство современных средств массовой информации. Вопрос, который я задаю себе почти каждый день: делаю ли я самое важное из того, что я мог бы делать? Если я не буду чувствовать, что работаю над самой важной проблемой, с которой могу помочь, я не буду чувствовать себя хорошо в том, как я провожу свое время. Мой совет номер 1. Вы должны научиться программировать. Некоторые люди мечтают об успехе, а другие просыпаются и усердно работают над этим. Друзья, когда человек хочет добиться успеха, первое, что нужно сделать – увлечься своей работой. Вместе со страстью приходит уверенность и мотивация. Если вы испытываете вдохновение, вам не нужна дорожная карта, хотя планирование не бывает лишним. Идите к цели и делайте то, что нужно. Ищите призвание, чтобы быть увлеченным тем, чем занимаетесь.